Это видео сделано, основываясь на небольшом клочке информации о автодробовике в Sirius M4, а вдохновлен я дробовиком от Urban the Human, который он создал как раз таки по его мотивам. Вообще, хотел бы вначале совсем немного поговорить о феномене дробовика в играх. Дробовик почти всегда представляется чем-то нереально мощным, но только вблизи. Штука, которая может чуть ли не ваншотать впритык. Частенько он становится одним из первых стволов в инвентаре героя и работает как должен. Бьет больно, но с условием лишь одним, только вблизи. Но почему роль обычных дробовиков не заменят автодробовики? Все просто. Слишком мощные, да и помповые выглядят куда пафоснее. В Сэме нет автодробовика, но он планировался еще в БФЕ. Но по непонятным причинам его имбовую составляющую заменили на Девастатор, который, впрочем-то, самая имбалансная пушка в игре. И вообще, почему так сложно сбалансировать автодробовик? Все просто. Вот у нас есть обычный дробовик, 10 дробинок по 7 каждая и разброс примерно 2 линии, а выстрел стабильно раз в секунду. А вот у нас есть двустволка, 2 патрона, которые идентичны дробовику, но выстрел раз в 2 секунды. Выдают их в самом начале, когда основные противники гнары, клиры, безголовые или клоны. Таким образом мы имеем вполне сбалансированное, медленное и не всегда слабое, не всегда сильное оружие. А вот с автодробовиком посложнее. Если автодробовик будет обладать скоростью стрельбы, как на видео, то есть около 4 выстрелов в минуту, а патрона дробовика это натуральный дисбаланс. Вы, конечно, можете сказать, ну параша, это же дробовик. Он только для близких дистанций, а на средние уже не годится. Я с вами соглашусь, но одно большое и жирное но. Вы видели размер противников в Сэме? Вы видели гигантского биомеханоида красного, у которого хитбокс позволяет принимать в себя все дробинки даже на средней дистанции? Автодробовик, который будет стрелять 4 раза в секунду, будет обладать 280 единиц урона, если каждая дробинка попадает в цель. Знаете, что близко к такому по значению ДПС? Ракетомет, только он наносит 300, да и 100 урона по области, но не суть. Самое главное вы уловили, но может оно и к лучшему? Подумайте, часто ли вы использовали даже на серьезном уровне сложности дробовики, когда имели уже приличное вооружение? Ответ напрашивается сам собой. Патроны к дробовику довольно часто появляются, но они пылятся в карманах серьезного Сэма, ибо слишком слабы и не актуальны уже на поздних уровнях. А вот автодробовик решит эту проблему. С его мощью вы сможете спокойно уничтожать небольшие группы клиров, при этом не тратя миниган или ракетницу для более опасных столкновений. Также это позволит вам спокойно убивать красных биомеханоидов, так как их гигантская туша буквально одна из лучших мишеней для автодробовиков, что даст неплохие возможности для создания более ранних файтов. Но вот тут появляется сам автодробовик и говорит: остановись. Почему стоит остановиться в рассуждении о его имбалансе? Да, видео говорит о том, что он имбалансен, но вот я вас обманул. Автодробовик заключает в рамки разработчиков, пусть и небольшие. Видите ли, если руководствоваться возможностью автодробовика, то выходит следующее. Мы имеем 1400 урона в магазине, если патрон также 20, а урон 70. ДПС равен около 280, это почти 2 мелких биомеханоида вблизи. Перезарядку мы видели, она не совсем такая большая, поэтому позволит вести довольно быстрый огонь. Но, а что нам эти данные вообще дают? То, что автодробовик достаточно мощное оружие, чтобы убить того же старшего биомеханоида. Или разнести ту или иную кучу клиров, которые отбились от основной толпы. Но вот его крайне большой минус, что не может сделать его имбовым. Дробовик все еще не обладает осколочными боеприпасами, которые позволяют уничтожать большое количество единовременных противников. То есть большое количество единовременно появляющихся клиров вряд ли вы сможете расстрелять только с одного автодробовика, ибо скорее всего вас просто задавят числом. И видите ли, Сэм все-таки шутер, который хочет создавать для вас большие бои с большим количеством противников. Для того, чтобы одерживать в таких сражениях верх, у вас есть миниган, лазерка, огнемет. Если в таких сражениях встречаются крайне большие экземпляры врагов, то это ракетница или гранатомет. А если врагов целая линейка, то пушка. Наилучший вариант, как ни крути. А вот автодробовика в этом списке нет. Почему? Да я уж сказал. Эта штука не вытащит вас победителем из боя, разве что даст вам потеху уничтожить либо ваншотных для вас противников, либо снести средних врагов, либо одного-двух больших. Так что же в итоге-то?
Автодробовик отличное дополнение на время, когда он будет презентовать сильных врагов, но в единичных количествах. Он хорош, когда нужно будет убрать назойливую группу быков или по-быстрому разобраться с десятком клиров. Но как только цифры заходят о больших количествах, лучше дайте ему отсидеться у вас в кармане, а сами возьмите оружие посерьезнее. Это видео появилось только благодаря моему дорогому переводчику, что вдохновил меня на его. Все мнение в этом видео является только моим субъективным. А как вы считаете о автодробовике и его эффективности, прошу высказать в комментариях. Спасибо за просмотр, буду рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на обновление канала. Ну и еще подпишитесь на группу ВКонтакте, потому что подписчиков в последнее время выросло, а в группе все так же 20 человек. Ну а пока-пока.